Привет, Бим! Привет, Бом! Здравствуйте, друзья! Приветик! Ну, что сегодня у нас по плану? По плану у нас мясной рулетик. Мы взяли килограмм свиной шейки и много-много разных ингредиентов, чтобы сделать этот рулет с особой начинкой. Отлично. Что у нас в наличии? У нас 100 грамм орехов Грецких. 150 грамм чернослива. Это основа начинки. Да. Нарезанные разные сыры, тоже 100 грамм. Угу. Ну и прочие приправы. Основное здесь, наверное, зелень и лук. Вот, мы решили сэкономить время и сразу взяли готовую нарезанную петрушку с чесночком. Немножко базилика, лучок, вот такой, хвостики. Хвостики, да. Это такой тоненький, мелкий Это лучочек. все то, что пойдет в начинку. Ну и для маринада у нас соевый соус 3 столовые ложки и 2 чайные ложки меда. А также соль, перец, паприка и немножко... Ну, это уже для картошки. Да. Это на гарнирчик. Ну, как это называется? Розмарин. Сушеные Я листики проверяю, розмарина. может, ты не знаешь. Ну что, поехали? Поехали. Сначала подготавливаем мясо. Наша задача, чтобы этот кусок мяса превратился в такой длинный разворот, в котором мы будем укладывать нашу начинку. А я чем-то могу помочь, кроме как смотреть? Да, можешь помочь, не мешай. Вот мы открыли первый пласт. Так? Да, хорошо. Потом поворачиваем, чтобы сподручно было. И режем дальше. Режем наше мясо вдоль как можно тоньше. Поэтому, уважаемые наши зрители, используйте максимально острый нож. Вот так выглядит наше раскрытое по всей длине мясо. Так, ну и что дальше теперь? Хочешь принять участие А как же? в процессе? А как же? Мне нужна твоя сила богатырская. Сейчас будешь отбивать мясо. Только когда будешь отбивать, не представляй на месте мяса меня, пожалуйста. Сначала накрываем мясо пленкой. Я готов. Я видела, я вижу. Накрываем. Подожди. Вот. Потрогай мясо. Почувствуй его текстуру, структуру. И начинай отбивать, превращая его в более тонкий пласт. А я пока приготовлю маринад. Переливаем соевый соус в емкость, перчим. Добавляем петрушку с чесноком. Какое приятное занятие. Мед. 2 столовые ложки растительного масла. Рука бойца колоть устала. И все как следует перемешиваем. Отлично. Это была самая сложная часть. Это была славная битва. Так. Мясо мы отбили. Маринад мы приготовили. Готовили. Теперь пленочку убираем. Максимально участвуем в процессе. Более того, я тебе дам сейчас волшебную кисточку. И ты поработаешь маляром. Смотри, я буду вот так вот лить, а ты будешь распределять по всему нашему мясу. Это очень важная задача. Это творческое. Именно от этого зависит качество конечного продукта. Естественно, кто бы сомневался. Так. А еще не хочешь? Ну, это сверху. Все, размазали. Теперь мы мяско легким движением руки вот так складываем конвертиком и кладем в емкость, в котором наше мясо будет отдыхать и мариноваться одномоментно. А это мы зальем сверху, и ты тоже своей кисточкой участвуешь в процессе. Вот так. Так, готовим начинку. Готовим начинку. Ты нарезаешь лук
максимально мелко. Я нарезаю чернослив и занимаюсь орехами, зеленью, в общем, другими составными частями. Но, друзья, вы должны знать, в принципе, если вам лениво так делать начинку, можно все составные части нашей начинки, все ингредиенты, пробить в блендере и получить такую густую пастообразную массу. Режьте, режьте. Я буду резать чернослив. На разогретую сковородку выливаем 4 ложки растительного масла. Добавляем лук и слегка перемешиваем. Пока лук у нас жарится, мы измельчим орехи. Я обычно делаю это таким образом. Кладу в полиэтиленовый пакет и измельчаю колотушкой. Так получаются кусочки покрупнее и, мне кажется, вкуснее. Высыпаем орехи в миску с нарезанным черносливом. Нарезаем зелень и тоже добавляем к нашей начинке. Перчим, солим, добавляем нарезанный кубиками сыр и сок половинки лимона. Осталось добавить только лук и все перемешать. Давай. Ну что, самая ответственная часть? Да. Мы вначале с тобой сейчас разложим наше мясо, начинкой его обильно смажем и делаем рулет. Я готов. Приступаем. Ты будешь помогать. Клади, клади, не жалей. Так, прямо вминаем эту начинку в наше мясо, которое очень-очень мягкое. Все. С ложечки возьми. Всё. Это я убираю. Отползай. И вот так вот, таким образом мы собираем весь наш рулетик. Твоя помощь мне понадобится при нашем завязывании. Давай, ассистент, держи. Так, последняя ниточка. Сейчас. Держим. Держишь? Так вот. Ты не держишь, у тебя сил нет. Я голодный. Голодный, да? Обессилел, бедняга. Теперь его надо перед съемками кормить. Натягиваем все эти ниточки, чтобы у нас мяско не развалилось. Пальчик, пальчик. Так, давай сюда. Вот уже мы почти близко у цели. Следующая итерация — это мы кладем наш рулетик в пакетик специальный для запекания. Здесь запаяно, да? Да. Ну, тогда нам можно не спешить. Потуже, потуже. Все, выкладываем на противень. Отлично. Ну что, последний штрих Да, гарнирчик. Гарнирчик, да, Такое же перед- мясо без картошки. перед закладыванием в духовку. Мы с тобой помыли очень чистенько 4 картошки. Мы их разрезаем на 4 части. Вот так вот. Вот картофель по-деревенски.
чувствую себя бездельным. Ну, ты пошути, скажи что-нибудь, улыбнись, в конце концов. Перед тем, как приготовиться к поеданию пищи. А, в этом я поучаствую обязательно. В этом ты главный. Так, смотрите, друзья, я очень не люблю мыть посуду, поэтому я ее максимально использую. Вот наша емкость, где у нас лежало мясо, выкладываем нарезанную крупными ломтиками картошку, солим, перчим, добавляем паприку, сушеный розмарин и слегка сбрызгиваем маслом. Перемешиваем, чтобы каждый ломтик картошки как следует покрылся нашей заправкой. Выкладываем на противень вместе с рулетом и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, как минимум на час. Ну что, прошел час? Пора доставать. Доставайте. Та-дам! Вот. Мясо запеклось. Да, картошечка готова. прекрасно Картошечку зажарилась. убираем. Картошечку убираем в сторону. Закроем духовку. Она нам пригодится еще. А с мяском мы еще поколдуем. Как ты считаешь? Да. Сейчас его разрезаем. Угу. Разрезаем Смотрим, что получилось. рукав. Осторожно, ребята, потому что оттуда идет очень большой жар. Делайте это аккуратненько. Веревочки снимаем. Сейчас. Давай, ну, Не торопись. так. Веревочки. Аккуратно. Так, а может быть еще немножко поколдуем? Давай. Один момент. Вот что у нас еще есть в запасе. В запасе. Ну хорошо. Ты предлагаешь украсить беконом? Да. Ну, ребята, это не обязательная опция. Если есть бекон, можно украсить. Выкладываем поверх рулета ломтики бекона. Пару ломтиков сыра. И отправляем снова в духовку еще на 30 минут. Все, наш рулетик готов. Ну что, смотри, какая красота получилась. Красиво? Красиво. Портить красоту будем? Ну давай. Горяченький рулетик. Не обожгись. Вот какой у нас рулет получился на обед. Красота. Аромат. А пробовать-то мы будем? Накрываем. Ну что, давай. Режь. Проголодался? Режь. Будем кормить самого голодного. Ой, как оно режется. Мягенькое. Сейчас мы тебе начиночки. Ну-ка. Шикарно. Шикарно. А картошечку? А картошечку? Как усилитель вкуса. Пойдет? Все, шикарно, да, я тебе. А можно я сама себе? А я хотел... Не надо, Ну ладно. не надо, я умею. Ну ты себе больше кусок от... Нет, Ну какой больше, ну что ты? я боялся, что больше откроется. Нежная, ароматная. Чернослив с орехами делают это мясо просто обалденным. Ну и так все знают, что шейка вкусна. Ребятки, очень рекомендую вам приготовить такое же блюдо. А я рекомендую вам использовать эту начинку в таком виде
через блендер пропущенную. Вы посмотрите и зацените этот универсальный вкус, который подойдет к любому Мясу, мясу, курице, к индейке, к рыбе. Да. Поэтому шедеврально. Я бы Согласен. так скромно сказала. Согласен. Ну, и что мы еще хотели сказать своим зрителям? Нет, это сейчас надо посмотреть, что мы обычно хотим остановить. Надеемся, вам все понравилось. Приходите к нам в гости, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте оставлять комментарии, задавать свои вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих родных и близких вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До встречи! До новых встреч!